Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Ирина. А кто сегодня с нами впервые, присоединяйтесь, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Сегодня у меня видео ручки Ани, которой 14 лет. Сначала думала не снимать видео, так как очень спешу и уже очень устала, но в последнюю секунду решила снять видео, подумала, будь что будет, оно все-таки не помешает. И вот сегодня впервые на моем канале хочу показать вам видео, как делать не нужно. Можно сказать, сегодня у меня будет шок-контент, как не стоит делать маникюр, не стоит спешить, ну и так далее. Итак, давайте же все разложим по полочкам и пойдем по порядку. Еще сегодня вам покажу распаковочку посылки от Stalex и покажу вам в деле инструмент. Итак, поехали. Сначала было все хорошо, сняла покрытие твердосплавной фрезой синей насечкой на 25 тысячах оборотов на форварде. Все было хорошо. Потом пилочкой на 180 грит опиливаю форму. Кстати говоря, впервые так укоротили ногти Ани. Аня захотела квадратную форму и, можно сказать, в половину укоротили длину. И вот мой первый косяк. Вот здесь на безымянном ноготочке я вижу отслойку. Вот так вот пилочкой, как я сейчас делаю, делать не стоит. Получается, я надавливаю и пропиливаю боковую параллель, но отслойка все-таки не уходит. Все это от неправильного положения пальца. Теперь беру пальчик клиентки верхним захватом и очень просто убираю отслойку, двумя движениями, можно сказать. Следующим этапом делаю маникюр. Отодвигаю кутикулу пушером и работаю пламенем 0,23 диаметра с красной насечкой. Здесь все в порядке. Перед тем, как срезать кутикулу ножничками, хочу показать вам свою посылочку от торговой марки Stalex. Здесь у меня пончик со сменными пилками, металлическая основа, очень удобные в использовании. Ножнички, которыми я сегодня буду работать, с загнутыми кончиками. Очень классно они подходят для новичков, так как в синусах ими работать максимально безопасно. Ну а профессионалам тем более очень удобно. Теперь накожницы очень удобно лежат в руке, длина лезвия 7 мм. Очень удобные, взяла себе в работу. Еще вот такую вот упаковочку сменных абразивов. Эти абразивы бесклеевые, очень удобно одеваются на пилочку и снимаются. И напоследок 3 диска – средний, маленький и еще меньше, соответственно M, S и XS. Теперь продолжаю работу. Этими ножничками, которые я вам показывала только что с распаковки, срезаю кутикулу. Теперь шлифую все ногти бафом и буду приступать к покрытию. Обезжириваю Nail Prep'ом и прохожусь праймером. Покрываю все ногти каучуковой базой от торговой марки Коди.
Здесь на безымянном пальчике видно несколько заусенцев на коже. Это от того, что я очень грубо прошлась бафом и зацепила кожу. Весь маникюр, можно сказать, на смарку, если вот так вот работать. Нужно было в конце либо еще раз заполировать кожу, либо аккуратнее проходиться бафом, чтобы не задеть кожу. Указательный ноготь у нас был сломанный, его мне нужно укрепить. Покрываю тонким слоем жидкой базы и отправляю в лампу. Укреплять буду моделирующим гелем, у меня торговой марки Атика. Ставлю каплю геля и распределяю по ногтю. Здесь хорошо видно, что ноготь уходит в сторону. При миндальной форме это не очень заметно, но вот если мы делаем квадрат, такое допускать не стоит. Здесь я не стала заморачиваться, покрыла гелем и отправила в лампу. По-хорошему нужно было исправить и боковую сторону левую дорастить. Далее перекрываю все ногти гель-лаком. Будет у нас темно-зеленый цвет от торговой марки Tertio 163, бежевый светлый и желтый. Ноготь, который покрывала гелем, просушила как минимум 1,5 минуты, вытерла липкий слой и теперь буду опиливать. И вот теперь видно, как моя ошибка с боковой параллелью становится еще более явной. На квадратной форме ее никак не исправить, кроме того, как сделать по-нормальному и дорастить боковую сторону. Не проверила опил, и при покрытии гель-лаком я уже вижу свои ошибки. Ноготь кривой, весь буграми, да еще и пыль плохо убрала, поэтому возле кутикулы гель растекается и ложится неровно. Далее покрываю гель-лаком Milano 004 бежевым. Покрываю гель-лаком вторым слоем. И вот тут еще один недочет. Во-первых, у кутикулы неаккуратно прокрашена, а во-вторых, прокрашивая левую сторону, видно впадину в выравнивании. То есть, когда покрывала базой, плохо выровняла и оставила вот такую вот впадину с левой стороны. За счет этого ноготь выглядит неровным и горбатым. Теперь дизайн. В первую очередь его нужно было сделать хоть на какой-нибудь минимальной камуфлирующей базе, чтобы это выглядело аккуратнее. Второе, необходимо для таких линий выбирать плотные цвета. И этот желтый, который здесь полупрозрачный, пришлось положить толстым слоем, чтобы он лег равномерно. Но из-за толстого слоя он добавил объем в нижней части ногтя. Такая полоса внизу толстая портит архитектуру ногтя. Каждую полосочку просушиваю в лампе. И последнее – это белые полосы. Верхняя поперечная полоса тоже легла неровно. По-хорошему ее нужно было вытереть и перерисовать. Теперь перекрываю матовым топом все ногти.
Вот такой вот получился у меня сегодня маникюр. Надеюсь, у меня получилось донести до вас важную информацию о том, как не стоит делать в маникюре. И еще хотела напомнить, что все мы не идеальны, имеем право на ошибку, но главное видеть эти ошибки и исправлять. Если вам понравился сегодняшний сюжет, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии и не забывайте про колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем пока-пока!